Today we're in the village of Yalta on the Crimean Peninsula. And we're here on the beach, and we're going to be speaking to tourists and locals about what they think of the fact that the United States has still not recognized the fact that Crimea is part of Russia. Many people thought that after Trump came into power, he was going to be taking the states in the direction of recognizing Crimea as part of Russia. So we're going to ask them what they feel about Trump and what they feel about the fact that the rest of the international community has not yet recognized Crimea as part of Russia. Что ты думал Крыма в России или Украине? Что я думал, что... Что лучше, Украина, которая была в Крыму, либо Россия? А я не был, я первый раз. Мне сравнить не с чем, к сожалению. Ты откуда? Москва. Москва? Что ты думал, Крым это Украина или Россия? Я не знаю, какая разница, чья она. Главное, чтобы был хороший. Да? Да. Что ты думал, situation тут, как это выглядит? Здесь это выглядит как обычно. Это тут мир, войны здесь нет, и поэтому как бы все отлично. Насколько это было раньше, я не могу сказать, потому что я тут впервые. До Трамп будет президент США, много людей думал, Трамп будет делать, как США сказал, да, Крымия это Россия, но уже он не сказал это. Что ты думал это? А я не знаю, мне какая разница, что Трамп думает на самом деле. Вот, поэтому... Что ты думал, Трамп? Так я ничего не думал, какая разница, какой президент. Вот. Поэтому я отдыхаю, мне все нравится здесь. Да? Да, настроение превосходное. Фляндер нет. Не мешай мне давать интервью. Вот, и, собственно, все отлично. Военного положения здесь нет. Люди все дружелюбные, все отлично. Что ты думал, Крым? Это украинский или Россия? Крым всегда был и есть, и будет Россия. Просто надо знать историю для того, чтобы говорить, что это изначально Крым, он и был российским, и, соответственно, он и будет российским. До года назад много людей думал, Трамп, новый президент США, будет сделать США, говорит, да, Крыму это Россия. Он уже не сделает. Что ты думал, Трамп? Что ты думал, Трамп могу сделать за Крыму? Если он захочет, конечно, он может смягчить или отменить санкции, но это очень маловероятно. Не для Крыма, а вообще для России, потому что Крым для России. Крым это Россия. Он был и есть. Уже все мир страна говорит, Крым это Украина. Все мир не понимает, как люди хотят тут. Что ты думал это? Ну как, люди здесь живут прекрасно. Да? Ничего не изменилось. Хуже не стало, это однозначно. Я приезжаю сюда каждый год уже много лет. И при Украине, и при России. И я не вижу ничего плохого. Тем более после присоединения к России Крыма. Да. Хуже не стало, это однозначно. Стало только лучше. Как долго ты думал, это будет до земля сказал, да, Крым Россия? Как вы думаете, когда говорили, будет Крым Россия, либо, его могло бы и не быть, могла бы стать же Украина? То есть как бы остаться в Украине. Не знаю, у меня сомнений не было в том плане, что вот когда происходило голосование, будет, не будет Крым украинским, я была уверена в том, что Крым останется в России. Я была в этом уверена. Ты откуда? Екатеринбург. Как ты думал, сейчас Крым это Россия или украинский? Не знаю. Мне без разницы. Да? Как другой вариант, после референдум и до референдум, когда это был Украина, когда это был Россия, как лучше? Конечно, когда Украина была. Да? Цены дешевле были. Цены здесь какие? Сейчас подороже, чем вообще, чем были. С каждым годом они все растут и растут.
And ты откуда? Местный. Да? Угу, понял. And what, как туризм, туристы, это много сейчас или это мало? Это мало еще. Да? Не, but сейчас это месяц это июнь. Июнь 3 года назад, или 4 года назад, когда это Крымо, когда другой вариант. Наверное, когда при Украине. Ну, с Украины, с России ехали все. А сейчас в основном только с России. Ну, десятки единиц, может, с Украины. Родственники там. And что надо сделать сейчас, чтобы сделать Крымо лучше? Не знаю. Что Крыму надо? Что не хватает в Крыму на данный момент? Ну, цены снизить. То есть, если туристы будут ехать, вот как в Турцию, например, пониже цены, получше апартаменты. А то в гостиницу заходишь, тараканы бегают. Ну что, это нормально? Это не смешно, да? В порядке вещей. Тараканы бегают. Вон, в интуристе же гостиница, Ялта. Тараканы бегают. Это же ненормально вообще. Можно сказать, как Крымо сейчас? Ну, вы первый раз в Крыму, нам Да? хорошее очень впечатление, очень понравилось, да. Да. Ждем жаркую погоду только. Да. And, как долго уже тут? 2 дня. 2 дня? Ага. And, откуда? Мы с Магнитогорска, с Урала. Ага, понял. And что вы думал, Крымо это Россия или Украина? Ну, Россия. And, что вы думал, зачем США, Европа и президент Трамп сказал это не Россия, они сказали это украинский. Зачем они сказали, ты думал? Но они, наверное, по-прежнему не хотят отдавать Крым. Да? Хотя здесь очень много русских. Да. В принципе, что люди, как ты видишь, люди, которые живут Крымо, что они хотят? Что они хотят? Да. Ну, мне кажется, они еще хотят, им еще долго идти к России. Тут еще многого надо Да? добиваться, да, еще пока что. Да, это Хотят хорошо. более комфортных условий жизни, я думаю. Да. Природа их наградила, а вот уровень жизни еще не такой, как в России. Что ты думал о Крымо, Россия или украинский? Крым это Россия, Да? да. Зачем? Нет, зачем? Это первоначально была Россия. Подарили же Крым. And ты откуда? Я Ирбит, город Ирбит, родина мотоциклов, Урал. Понял. Да. Красиво. Это Свердловская область. Ага. Что ты думал, когда США президент Трамп, что ты думал, зачем он не уже сказал Крымо это Россия? Он каждый раз еще сказал это украинский. Зачем? Что ты думал это? Трамп говорил, что это Украина, а не Россия. Как вы считаете? Президент Трамп. Ну, это может быть его личное мнение. Наш президент Путин говорит, что Крым это Россия, значит Крым это наш Крым, это наша Россия. Что ты думал, что США и Европа, много стран сказали, это не Россия. Что ты хочу говорить, эта страна, да говори Крымо, это Украина? Мне все равно, что говорят. Крым это Россия, наш президент самый лучший, мы верим в него и уверены в нем. Будет в Крыму вот так. And ты был в Крыму до референдума тоже? Да. Много? Была ли ты в Крыму до референдума? Я была еще и в СССР, в РСФСР. Много. Я каждый год здесь нахожусь. У And, меня здесь как? живут родственники. А, да? Да, поэтому я в Крыму каждый год. And как это, когда это СССР, когда это Крым, когда это Россия, как вариант? Что новый, что старый, как это будет? Ну вот сейчас присоединение Крыма к России стало лучше. Стало лучше. Что-то стало делаться в Крыму, что-то ремонтироваться, что-то реконструироваться.
благодаря нашему президенту Путину. Спасибо ему. И привет Владимиру Владимировичу. Можно сказать, как Крым? Здравствуйте. В Крыму я уже вообще-то 4-й раз с внуками приезжаем. Поэтому нам нравится, конечно, отдыхать. Но хочется, чтобы было побольше цивилизации в плане того, что там с детьми особенно, когда приходишь на пляж, чтобы было удобно, чтобы были лежаки, чтобы все было оборудовано. Вот, те же шезлонги, потому что здесь есть другой пляж, Массандровские пляжи, да? Вот мы туда ходили, посмотрели, там более как бы организовано все, более они подготовились получше к сезону. Поэтому надеемся, что и Приморский пляж здесь тоже будет уже развиваться, и деньги, которые они зарабатывают от туризма, будут вложены правильно, вот, для того, чтобы приезжали сюда люди отдыхать и чувствовать себя комфортно. И меньше уезжали за границу, потому что все деньги, которые привозят в Крым, они, конечно же, будут идти на развитие, да, на развитие нашего Крыма. И, в общем-то, здесь же и санатории очень много. Не зря же царские семьи приезжали сюда отдыхать. То есть здесь и воздух, вот, и природа очень насыщенное, разнообразие, красивое. И, в общем, дворцы какие здесь. То есть и есть куда поехать, и что посмотреть. Поэтому самое главное, чтобы правительство, которое здесь, в Крыму, оно думало о том, чтобы как раз таки мы все ехали сюда и свои деньги оставляли здесь. Вот, они везли за границу. Потому что мы же, как советский человек, привык, что раз уже мы съездили за границу и увидели лучший комфорт, то есть все туда и едут. Пусть на более короткий срок, но чтобы почувствовать себя, как бы, внимание и, конечно же, со стороны персонала, чтобы была улыбка, чтобы было как бы, не просто на тебя смотрели злыми глазами, там, недовольными. Поэтому, а это немножко в Крыму отсутствует. И, наверное, все же из-за политики, я так думаю, потому что не все довольны тем, что Крым отошел России, да. Но А вы отдыхали при Украине, да, я отдыхала. И тем не менее народ был настроен очень, я не скажу, что он был дружелюбен в то время. Нет, это чувствовалось, потому что мы же пользовались и общественным транспортом, и тот же такси. То есть это чувствовалось, что да, вы русские, вы приезжаете, то здесь, потому что у нас отдыхаете. Ну а как по-другому, да? Мы приезжаем, мы же не бесплатно сюда едем, мы вкладываем свои деньги, и поэтому хочется. Поэтому, не знаю, будем надеяться, что все же будет лучше. А как было лучше, при Украине или вот как сейчас Россия? Ну, наше мнение, мы же, понятно, я вообще с Украины, родилась на Украине, там жила, потом, конечно, я уехала в Россию, училась, вот. То есть для меня, в принципе, как бы, я чувствую себя здесь, как бы, родина. И что сейчас Россия, это тоже, это моя родина. Поэтому, если смотреть по развитию, то мне кажется, что сейчас становится лучше. Может, потому что все равно сейчас та же Москва, она выделяет сюда деньги, и немалые деньги. Просто самое главное, чтобы мы распоряжались правильно. А мы будем помогать приезжать сюда. Так что будем надеяться. Мы любим свою страну, и Крым тем более. Вот. Так что только хорошее можем сказать. Можем сказать, что ты думал о Крыме? Крым очень красивое место, здесь чистая вода, синее небо, ясное. И ты был тут много раз? Я здесь первый раз. Первый раз? Да, здесь первый раз в Ялте, в Крыму первый раз, да, мне очень понравилось. Да? И ты откуда? Я из Москвы. Москвы. Что ты думал? Крым это Россия или Украина? Как еще раз? Как вы думаете, как вы считаете, Крым это Россия, либо это Украина? Больше Россия или Украина? Ну, здесь это больше, да, Россия, но частичка Украины, я бы так сказала. И что ты думал, зачем США президент Трамп уже не сказал
США думал, что Крым Россия. До он президент много людей думал, он сразу сказал, да, Крым Россия, но он уже не сделает. Что ты думал это? Трамп говорил, что это, ну, как Украина, либо Россия, да? Да, он уже не сказал. До он президент США, он много людей думал, когда он президент, он сразу говорит, да, Крым это Россия, но он уже не сделает. Много людей не понимают почему. Что ты думал это? Он не говорит сейчас на данный момент, что это Россия, Украина. Ой, Россия, Крым. Ну, правильно, так и есть. Да, не, но Трамп не сказал это. Что ты думал, зачем Трамп не сказал это? Зачем? Да, А он этого не говорит? Да. Он думает, что это Украина? да. Ну, наверное, мало слишком времени прошло, еще 5 лет, и все будет, это точно Россия, все уже. Не, ну здесь вообще одни Да, россияне здесь очень разговаривают русских, да, по-русски. людей, да, здесь все, в принципе. Всегда это была Россия. В какое-то да. время была Украина, а так это Так что тут Россия. немножечко, да, еще уберут надписи на украинском языке, которые здесь еще немного присутствуют, и все, в принципе, поставят банкоматы наши знаменитые сбербанковские, которых не хватает здесь. И все. Да, так по сути все, да. Не, ну И это будет уже Россия. Россия, да. Как долго ты был в Крыму? Как долго я была в Крыму? Да. Сегодня 5-й день. Так что И что ты видишь Крым? Что надо, как могу сделать Крыму лучше потом? лучше. Я бы добавила побольше здесь развлекательных программ. Для детей? Да, для детей, для взрослых, для разных категорий граждан. Мне кажется, не хватает немножечко вот какого-то развлечения. Музыку погромче, какие-нибудь, да, флешмобы, да, пусть какие-нибудь горки поставить, аттракционы, хотя бы немножко. И, в принципе, все будет супер. Ага, спасибо. Как зовут? Настя? Настя? Приятно. Что еще ты хочешь говорить, земля, на Я не Крыму? знаю, что сказать. Что приеду еще раз. Приеду, Я да, не- еще не один раз, да, обязательно пойду. Хочу по городам Крыма проехаться. В Севастополь, в Евпаторию, в Алушту, чтобы более широко можно было говорить о Крыме, о Республике Крым, В России. о России в том числе. А как вам здесь цены? А цены хочу сказать, что практически московские, тут не дешево достаточно. Можно То есть было сфера поменьше. услуг, да, достаточно так приличные цены, то есть не дешевле, не дешевле здесь. Почему-то думали, здесь будут подешевле, но на самом деле нет. Хотелось бы чуть-чуть пониже цены. Ну да. Как ты думал Крым сейчас? Мы вообще первый раз, нам не с чем сравнивать просто. Поэтому не можем ничего сказать конкретного по поводу, как сейчас. Ну, вообще нравится, да. Да, Как сейчас нравится. да, классно. Откуда? Мы из Саратова. Ага, понял. Что ты думал Крыму? Это Россия или украинский? Ну, всегда думали, скорее всего, что Россия, наверное. Не разделяли как. Вообще не разделяем Россию и Украину. Всю жизнь живем в России и всегда к Украине хорошо относились. Много очень родственников живут на Украине. Никогда не разделяли Россию и Украину. Понял, понял. До США президент Трамп, Дональд Трамп, до он президент, много людей думал, он будет сделать, как США говорит Крыму, да, Россия. Но он уже не сделает это. Это уже больше 6 месяцев. Президент, что ты думал, зачем он не говорит Крыму, Россия, он говорит Крыму украинский, зачем? Ну, не знаю, мы особо не соображаем в политике ничего, туда не вмешиваемся, как бы это политика. Мы обычные простые люди, поэтому, ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы все жили в мире и дружбе, но раз так не получается, это не в нашей власти что-то изменить. Хорошо. И что ты думал, как Крыму будет лучше потом? Что надо сделать? Ну, что нужно сделать? Конечно, как везде, нужно там улучшить качество жизни, может быть, дороги построить, развязки, больше инфраструктуру развивать, магазинов побольше каких-то. Ну, как бы больше все для народа, чтобы людям жилось здесь попроще, получше, поудобнее, скажем так. Потому что в России, конечно, у нас немножко по плане цивилизации, может быть, в плане инфраструктуры именно развитые получше. Здесь такого не наблюдается, конечно.
Скажите, а какие здесь цены? Ну, цены, конечно, здесь пока космические. Ну, не космический, Ну, не космические, но большие цены. Хотелось бы, конечно, чтобы немножко уравнялось, может быть, даже так же, как дома. Вот мы приезжаем, ну, есть сравнивать с чем-то. Там Москва, даже Самара, Ростов. Ну, здесь, конечно, цены подороже. Ну, из-за того, что, может быть, переправа сейчас все везется через море. Нам здесь весело. Вот мы здесь заведение открываем. Поплава будет называться. Через пару дней официальное открытие. Приходите все. And ты откуда? Я с Москвы. Понял. А вы были при Украине, когда это был Крым? 7 лет назад, да, я был. Как раньше было и как сейчас? Что лучше? Ну, что я хуже? 7 лет назад не обращал внимания на такие вопросы, которые сейчас задаете. Но вообще, я думаю, что ничего толком не изменилось. А цены какие здесь? Цены при России немножко подорожали на порядок. And что ты думал? Это Крым, это Россия или украинский? Я думаю, что это Россия. Да. Что Крыму надо сделать? Как будет Крыму лучше? Что надо? Что для этого надо, чтобы Крым еще лучше стал? Здесь цивилизацию нужно поставить, чтобы люди были больше цивилизованы. В плане там, разных коммуникаций, заведений, сотовых операторов, банков. Ну, то есть, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно. Потому что здесь еще, насколько опыт показывает, что еще вообще никак ничего не развито. Как, например, в больших мегаполисах. Вот, а хотелось бы, чтобы Крым был курортный город, куда ты можешь приехать и там, в любом месте расплатиться, например, карточкой. Ну, вот, как-то так. А какие здесь дороги? Что здесь? Дороги не очень. В Ялте не очень дороги. А вообще, вот с Симферополя, когда едешь, там дороги хорошие. Вот, а в самой Ялте не очень. Это на данный момент делается, да, или как? Ну, я не знаю, были вроде хорошие? вот папа же должен скоро приехать сюда. Папа Путин. Вот, и я думаю, что все изменится. Они же, работают над этим всем, мост строится. Когда строят мост, так начнут уже внутренние коммуникации развивать, дороги и так далее. Что ты думал? Зачем США и Дональд Трамп и Европа ничего они сказал Крыму это Россия, они сказали Крыму украинский. Зачем они сказали это? Потому что сегодня каждый человек мы говорит это Россия. Зачем Дональд Трамп и США и Европа сказали это не Россия? Не Россия. Я не знаю, может у них какие-то свои скрытые интересы в Америке, как правило. Так оно и есть по факту. Вот. Не хотят признавать, потому что сейчас напряжение в странах там, США и России. Мое мнение таково. We spent the day here in Yalta on the beach in Crimea. We've spoken to many people here about their feelings on Crimea, the international reaction to Crimea becoming part of Russia, and what Crimea needs to be improved. The vast majority have said that they believe it's always been part of Russia, and it's much better now than it was before when it was Ukraine. We've spoke to about 10 people, and only one of them was on the opinion that it was a better situation before it was part of Russia again. We've spoken to the people about what they feel on President Donald Trump's reaction to Crimea after he became in office. Many people thought that he was going to recognize Crimea is part of Russia, and that still hasn't happened. So a lot of people feel let down, but we've talked to them about their opinions on this. We've asked them what Crimea needs to be improved, and the biggest thing they say is the roads are still in bad condition around Crimea. They said it's gotten better since the time when Crimea was Ukraine, but there's still a lot more work to do, and it needs to go faster, and the roads need to be repaired here.
The other thing is they feel that the prices are a little bit too expensive here, but in reality that's because of the blockade between Ukraine and Crimea. All the supplies need to come across on ferries from Russia. That is until the major bridge project is completed between Russia and Kerch, Crimea. For now, we're going to leave you with this report today, and this gives you a bit more of an idea of the mindsets of the locals in Crimea and the many tourists that we spoke to today.